Ишнала, друзья! Рад, что вы снова здесь. Сегодня разговор будет сложным. Вы когда-нибудь видели, как взрослые, состоявшиеся люди, врачи, инженеры, отцы семейств, готовы грызть друг другу глотки из-за цвета фона на экране? В мире Варкрафта есть вопрос, который делит нас жестче, чем политика или религия. Красный или синий? Дикость или цивилизация? Шпили Аргримара или башни Штормграда? Многие думают, что выбрали фракцию случайно, просто друзья позвали или просто потому, что там раса красивая. Но я прочитал ваши истории, сотни историй, и скажу вам, что это ложь. Ваш выбор фракции – это зеркало души, это проекция того, чего вам не хватает в реальной жизни. Почему ученые и учителя массово выбирают Альянс? Почему те, кто пережил личную трагедию, находят дом в Орде? И почему курьеры играют за демонхантеров? Сегодня мы проведем массовый сеанс психоанализа. Мы разберем не персонажей, мы разберем вас. Меня зовут Лунный Монах, и добро пожаловать на войну менталитетов. Но вместо длинной интеграции, короткий привет всем героям Азерота от сервиса WoW Loot. Команда WoW Loot поздравляет вас с новым 2026 годом и желает поменьше вайпов, побольше критов и чтобы ваш персонаж стал настоящей легендой своего сервера. У ребят на сайте куча товаров и внутриигровых услуг по WoW, а самое главное, открыт предзаказ на коллекционное издание Midnight с ключом для российских аккаунтов. Так что обязательно заглядывайте к ним на сайт по ссылке в описании. Начнем с синего угла ринга. Альянс. Благородные, светлые, защитники Азерота. Знаете, я провел анализ сотен комментариев под прошлыми роликами, посмотрел, кто именно выбирает синий флаг, и статистика здесь просто убийственная. Кто чаще всего играет за Альянс? Это программисты, бухгалтеры, ученые, инженеры, врачи. Что объединяет всех этих людей? Это люди системы, это люди, у которых в голове есть четкая структура. Посмотрите на Штормград, просто пройдитесь по нему взглядом архитектора. Прямые, вымощенные белым камнем улицы, величественные статуи героев, стражники, которые ходят строго по маршруту. Это не просто город, это воплощенная мечта о порядке. Это идеализированная Европа, где закон работает, а хаос — это что-то, что осталось за каменной стеной. Психологический фундамент игрока Альянса – это базовая потребность в безопасности и эстетике. В реальной жизни вы те самые люди, которые переходят дорогу только на зеленый свет, даже если машин нет на горизонте. Вам важно, чтобы все лежало на своих местах, чтобы мир был понятным. Один из вас написал в комментариях фразу, которая лучше всего описывает эту философию. Альянс – это когда злодей получает по заслугам, принцесса спасена, а герой возвращается домой к горячему ужину и чистой постели. Вам нужен этот хэппи-энд, вам нужна уверенность, что добро побеждает зло по расписанию. Но у любой медали есть и обратная сторона, и у вашего стремления к порядку она пугающая. Игроки Альянса часто, я подчеркиваю часто, попадают в ловушку так называемой карающей праведности. Пока мир играет по вашим правилам, вы самые добрые существа в Азероте. Вы дипломаты, вы торговцы, вы паладины. Но стоит кому-то нарушить ваши границы, стоит кому-то посягнуть на ваш идеальный мир, и вы превращаетесь в Артаса Менетила. Кстати, про Артаса. Мы привыкли считать его злодеем, личом, монстром. Но давайте будем честны, в Стратхольме он не был злодеем. В тот момент, когда он поднял молот над жителями города, он был идеальным паладином. Он действовал не ради тьмы, он действовал ради общего блага. Его логика была безупречна. Лучше я убью 100 человек сейчас, чем завтра умрет весь мир. Это и есть главная ловушка психологии Альянса – гиперответственность. Вы настолько боитесь хаоса, будь то чума, орки или просто беспорядок на рабочем столе, что готовы применить тотальный контроль. Вы готовы выжечь все огнем, лишь бы вернуть норму. Артас не послушал Утера, он не послушал Джайну, он решил: только я знаю, как спасти этот мир. И это страшный урок. Самые чудовищные вещи в истории Азерота творились не с криками за тьму, а с тихой спокойной фразой «так будет справедливо». Когда желание сделать как лучше превращается в тиранию, рождается король-лич. Он и живет внутри каждого паладина, который считает, что он святее других. И тут мы подходим к теме, от которой у фанатов Альянса обычно начинается дергаться глаз – лицемерие. Альянс обожает делать вид, что он – это Диснейленд. Белые башни, благородные рыцари, мудрые короли, красивая картинка для туристов. Но давайте заглянем на задний двор этой картинки. Вспомните Братство Справедливости. Кто эти люди в красных масках? Маньяки? Убийцы? Нет.
Это каменщики, это простые мужики с мозолями на руках, которые построили этот чертов Штормград после войны. Они восстановили город из пепла. И как благородный альянс отплатил им, аристократы просто кинули их на деньги. Им сказали: спасибо, ребята, вы свободны, денег нет, но вы держитесь. А когда рабочие вышли на площадь требовать свое, их объявили преступниками и бунтовщиками. Так появился Эдвин Ван Клифф. Он не родился бандитом, его создала ваша идеальная система. Альянс готов раздавить маленького человека, если он портит вид с балкона королевского дворца. Или возьмите леди Эшвейн. Пока простые солдаты Альянса гибли на фронте, элита Култироса торговала азеритом, мутила схемы и жала руки врагам. Психология Альянса слишком часто строится на элитаризме. Мы лучше, потому что мы богаче. Мы лучше, потому что мы цивилизованнее. Мы лучше, потому что у нас есть вилки, а орки едят руками. Но если снять позолоченные доспехи, там часто скрывается обычная жадность и снобизм. В Дикой Орде за предательство вызывают на Мак-гору и рубят голову. А вот в цивилизованном Альянсе предатели становятся уважаемыми политиками. А если вам мало политики, давайте поговорим о гуманизме на поле боя. Многие игроки Альянса любят говорить: ну это Сильвана сожгла Тельдрасил, а мы-то белые и пушистые. Вы что, серьезно? Давайте вспомним Валдун. Альянс отправляет туда свой элитный 7-й легион. И чем занимаются эти герои? Они создают карательные отряды с огнеметами. Они ходят по пустыне и заживо сжигают караваны вульпера. Сжигают их дома, их повозки, их припасы. Вдумайтесь на секунду, вульперы в тот момент даже не были частью Орды. Это были просто кочевники, торговцы, лисички, живущие в песках. Но логика Светлого Альянса сработала безупречно, как гильотина. Эти существа торгуют с Ордой, значит они могут стать угрозой, давайте сожжем их превентивно. Это логика военных преступников. Именно Альянс своими руками создал себе врага. Вульперы вступили в Орду не потому, что любили войну или Сильвану, а потому что Орда была единственной, кто не пытался их превратить в пепел. Так что, друзья мои из Альянса, когда вы видите в Вальгримаре маленькую милую вульперу с кинжалом в лапках, знайте, этот кинжал ей в руки вложил солдат Штормграда. Теперь переходим в красный угол. Орда. Если Альянс — это стерильный офис или величественный институт, то Орда — это общага. Или, если хотите, семья. Но не та идеальная семья из рекламы майонеза, где все улыбаются, а семья тех, кому больше некуда идти. Психотип истинного игрока Орды — это выжившие. Вам плевать на красивые башни, вам плевать на мощенные улицы, вам важно одно — кто прикроет вашу спину, когда начнется ад. Альянс объединяет идея, свет, порядок, король. Орду объединяет беда. Отрекшиеся потеряли право на смерть. Орки потеряли свой родной мир. Тролли Черного Копья потеряли свои острова. Эльфы Крови потеряли свой источник. Орда — это гигантский реабилитационный центр для тех, кого этот мир пожевал и выплюнул. И если вы выбрали красный флаг, то, скорее всего, вы на подсознательном уровне знаете, каково это быть чужим. Быть не таким. Быть тем, на кого косо смотрят в приличном обществе. Я бы долго мог рассуждать о психологии, но один из вас написал комментарий, который объясняет суть Орды лучше, чем все сценаристы Blizzard за 20 лет. Послушайте внимательно. Это не лор, это реальная жизнь. Этот человек написал: «Я никогда не был добрым человеком. Мое детство — это драки. Я бился со скинхедами за то, что дружил с парнями с Кавказа. Тогда честь измерялась только кулаками. Всю жизнь я был агрессивным, жестоким, пока не встретил ее. Мы прожили вместе больше 10 лет. Она стала моим светом, моим солнечным колодцем, а потом она умерла. И я погас, как истинный Синдарай, потерявший источник магии. Я остался один в темноте. Я не знал, как жить дальше. Я нашел спасение не в войне, а на кухне. Я просто готовил еду в игре, чтобы не сойти с ума. А из ямы меня вытащил друг. Он бросил все и прилетел из другого города, просто чтобы быть рядом. Он выбрал Таурена-защитника, а я сломленного эльфа крови. Альянс для нас слишком правильный, а Орда, она про то, как победить монстра внутри себя. Как говорил дракон Партурнакс, что лучше, родиться добрым или преодолеть свою злобу великим усилием? Моя Орда — это усилие, и я буду стоять за нее. Вы слышите это? Этого человека спасла не архитектура Штормграда, его не спасли законы, его спасло братство. Простой друг Таурен, который прилетел, сел рядом у костра и сказал, что ты не один. Вот что такое Орда. Орда — это когда ты сломлен, когда ты монстр, когда ты нежить, но тебе находится место у костра.
Тебя принимают, и это чувство плеча в Орде намного сильнее, чем в Альянсе, потому что в Альянсе вас объединяет контракт, а в Орде общая боль. Но у Орды есть и свой внутренний конфликт. Вечная борьба между выживанием любой ценой и честью. Многие игроки Альянса любят говорить, что Орда — это звери, у них нет морали. Ну вы что, серьезно? Давайте вспомним Бэйна «Кровавое копыто» во время битвы за Азерот. Идет война, Сильвана вождь, она приказывает использовать тело Дерека Праудмора, брата Джайны, как живую бомбу. Это гарантированная победа, это эффективно. Но Бэйн единственный, кто сказал ей нет. Он знал, что его назовут предателем. Он знал, что Сильвана может его казнить, и почти казнила. Но он лично возвращает Дерека Джайне. Почему? Он что, агент Альянса? Нет, просто для Таурена и для настоящего ордынца честь важнее победы. И если мы потеряем себя, чтобы победить врага, то мы уже проиграли. Мы станем плетью. Бэйн — это совесть Орды. И, кстати, небольшое наблюдение за 18 лет игры. Люди, которые мейнят Тауренов, это, пожалуй, самые добрые, спокойные и надежные люди в комьюнити. Это те самые большие добрые парни, которые всегда поделятся едой и бафнут на удачу. Давайте немного выдохнем, отойдем от драмы. Я заметил еще одну потрясающую вещь. Мы тащим свою реальную работу в игру. Мы проецируем свои профессиональные навыки на выбор расы и класса. Вот вам несколько фактов из вашей же статистики. Инженеры и технари, если вы в жизни любите копаться в механизмах, паять, чинить, вы почти со 100% вероятностью играете за дворфов или гномов. Или, может быть, гоблинов. Вам просто физически приятно видеть, как крутятся шестеренки, как работают механизмы. Вы и в игре ищете логику сборки. Менеджеры и продажники — это царство гоблинов и людей. Тут все просто, работает принцип время-деньги. Вам близок прагматизм. Ничего личного, просто бизнес. Расовые способности на скидки и репутацию — это ваш рай. Врачи, вы будете смеяться, но реальные врачи, реаниматологи, хирурги приходят домой после 12-часовой смены, открывают пиво и садятся на хила. Чаще всего на жреца или шамана. Видимо, желание спасать жизни — это не работа, а это прошивка мозга. И мое любимое — курьеры. Один парень написал: «Я работаю в доставке, мотаюсь по городу весь день. Я мейню Демон Хантера. Почему? Потому что мне нужен двойной прыжок, крылья и скорость. Я ненавижу препятствия. Я хочу просто долететь из точки А в точку Б по прямой». Это же гениально. ДХ — это буквально курьер, который опаздывает на заказ по спасению Азерота. Мы ищем в игре то, в чем мы хороши в жизни. А теперь вернемся к Орде. Потому что там есть группа игроков, которая стоит особняком, эльфы крови и ночнорожденные. Многие думают: ой, эльфов выбирают девочки или те, кто хочет красивую модельку. Но здесь вы ошибаетесь. Я нашел уникальную касту игроков и называю их эльфийские сепаратисты. Один из вас оставил комментарий, который вскрыл этот нарыв. Я играю за эльфа крови и смотрю на своих союзников, орков, нежить, троллей, и думаю, какого черта я здесь делаю? Это какой-то взбунтовавшийся зоопарк. Почему мои враги из Альянса, ночные эльфы, люди, выглядят приятнее и цивилизованнее, чем мои друзья? Это трагедия игроков на эльфах. Вы аристократы, вы цените магию, эстетику и величие. Но история заставила вас сидеть в одном окопе с варварами, которые живут в глиняных хижинах. Вы выбираете Орду не по любви, вы выбираете ее по расчету. Это политический реализм. Ваша настоящая мечта — это не победа Орды. Ваша мечта — это третья фракция. Союз Кельталаса и Сурамара. Империя магии, где нет места ни скучным людям Альянса, ни грязным оркам. Вы смотрите на мир с высокомерием древней расы, и это чертовски стильно. Но раз уж мы заговорили про грязных орков, нельзя не вспомнить темную сторону самой Орды. У Альянса есть тирания порядка, у Орды есть культ силы. Имя этому явлению — Гарош Адский Крик. Гарош хотел построить истинную Орду. Звучит красиво, да? Но что это значило на деле? Это значило, что если ты не орк, то ты второй сорт. Он выгнал троллей в гетто, он относился к эльфам крови как к расходному материалу. Он презирал отрекшихся. Гарош показал нам, что случается, когда идея силы превращается в фанатизм. Грань между «мы братство» и «мы высшая раса» очень тонка. И настоящая сила Орды появилась не тогда, когда Гарош бомбил Террамор, а когда Волджин, Трал, Лартемар и Бэйн объединились, чтобы свергнуть своего же вождя. Орда доказала, что она — это не один безумный диктатор. Орда — это идея, которая живет в солдатах, а не в генералах. И финальную точку в этом споре поставила Сильвана. Помните этот момент у врат Аргримара? Маг гора Саурфангом. Саурфанг умирает, но заставляет Сильвану снять маску. Она срывается и кричит то, что думала всегда. Орда — ничто. Вы все — ничто. И в этот момент случилось чудо. Стены рухнули.
Орки переглянулись с людьми, таурены переглянулись с дворфами, потому что мы поняли, нас стравливали, нами манипулировали лидеры, которые решали свои космические задачи. В тот день красные и синие умерли, остались просто жители Азерота, живые и мертвые, которые просто хотят защитить свой дом. Это и был момент нашего общего взросления. Читая ваши комментарии, я увидел одну мысль, которая повторялась сотни раз. Я устал от войны, я играю за обе фракции, конфликт исчерпан. Мы выросли, друзья, мы поняли, что этот выбор не про ненависть. Альянс – это наше суперэго, это наша совесть, наше стремление к порядку и свету. Орда – это наше животное начало, наша страсть, наша ярость и воля к выживанию. Человек не может быть полноценным, если у него есть только мозг, но нет сердца, или только кулаки, но нет совести. Нам нужно и то, и другое. Орда учит Альянс, что иногда нужно испачкать руки, чтобы выжить. Альянс учит Орду, что сила без контроля – это просто разрушение. Саурфанг погиб, пытаясь вернуть честь. Вариан погиб, защищая будущее. Они оба герои. И вы герои. Неважно, кто вы, инженер из Стальгорна или повар из Аргримара, мы все ищем одного и того же. Дома. Все эти истории, все эти мысли – это вы. Это наш телеграм-канал. Если вы хотите, чтобы ваш голос услышали в следующем видео, если хотите спорить о лоре без цензуры, ссылка в описании. Залетайте. И если этот ролик зажег в вас искру, можете поддержать монаха чеканной монетой. Это помогает маяку гореть ярче, а мне не сходить с ума от поиска истины. Напишите в комментариях, кто вы на самом деле и почему вы выбрали свой путь. Я читаю каждую историю. С вами был Лунный Монах, и помните, за Азерот. До встречи.